Как сделать серьги своими руками? Серьги с натуральными камнями чароита, серьги-пусеты из плоских бусин. Для этого берем проволоку 0,5 мм. Вот такие плоские бусинки. При голтовке они получаются такими тонкими и очень интересные. Можно делать украшения из таких бусин. Вот такую сережку мы будем сегодня делать. Сверху эти серьги украшают спейсеры с насечками. Они немного изогнуты, очень красиво смотрятся. Берем спейсер выгнутой стороной к камню. Нанизываем на проволоку. Следующий идет плоская бусина камня чароита. И с края делаем, как бы закрываем пин, делаем маленькую улитку. Начинаем аккуратно скручивать. И здесь в конце делаем как бы под углом 90 градусов перпендикулярно загиб. Подвигаем спейсер и закрываем звено. Делаем петельку. Поворачиваем. Теперь берем вот так вот и вокруг основной проволоки пару витков делаем. И делаем еще несколько витков, чтобы подобие улитки было и здесь тоже. Видите, как красиво получилось? Теперь близко к улитке откусываем. Вот такой элемент. Таких элементов нам понадобится 4. Теперь берем следующий спейсер выпуклой стороной к камню, бусину камня и делаем то же самое. Загибаем с краю, прижимаем, берем плоскогубцы и аккуратно скручиваем плотно улитку. Делаем угол 90 градусов, подвигаем бусину, спейсер, зажимаем близко к спейсеру, поворачиваем, делаем колечко. Обвиваем проволоку вокруг. Делаем все аккуратно, плотно, чтобы ничего не болталось, чтобы все очень хорошо, плотно прилегало. Такие красивые элементы очень интересно смотрятся потом. Третье. Делаем все то же самое. Эти серьги хочется не просто носить, а просто периодически снимать и рассматривать, что, из чего они состоят. Сам по себе камень чароит очень красиво смотрится. Он как бы состоит из таких прожилок фиолетовых. Это натуральный цвет фиолетовый. Лишнюю проволоку обкусываем. Третий элемент готов. И четвертый делаем выпуклой частью к камню. Бусины подобраны по убывающей, то есть самые первые бусины, 4, которые у нас идут со спейсерами, они у нас самые крупные, и по убывающей они разложены как раз в этом порядке. Дальше идут все мельче и мельче в диаметре
чтобы получился как бы конус к низу грозди. Первые 4 бусины самые крупные. Они плоские, и когда они разлягутся в грозди, они, получается, будут всей поверхностью камня наружу. Очень красиво выглядит. Ух ты, Зиля! Это ник нашей подписчицы, которая первая оставила комментарий под предыдущим видео. 4 элемента у нас получилось. Теперь берем открытое кольцо 4 миллиметра посеребренное. Берем пусету. Нет, сначала 2 элемента. Теперь пусету. И еще 2 элемента. И цепочку. За краешек цепочки поддеваем. Есть. И закрываем это кольцо. Основа готова. Теперь находим следующее звено нашей цепочки. Первое звено. Берем проволоку, продеваем в это звено цепочки, добавляем бусину, следующую по счету у нас по убывающей по размеру, и закрываем звено уже без спейсера. Спейсеры у нас будут видны сверху, этого достаточно, и дальше красиво будут присутствовать только бусины камня. Заворачиваем точно такую же улитку, делаем угол 90 градусов. И закрываем звено, уже без спейсера. Но перед этим, перед тем как закрыть, подвигаем всю конструкцию на край колечка и закрываем отдельно наше звено, делая несколько лишних оборотов, чтобы получилась улитка. Смотрите. Так. Дальше. Продеваем проволоку в это же звено, только с обратной стороны. В этом же звене, но с обратной стороны цепочки. Надеваем натуральный камень. И закрываем с этой стороны улиткой. Несмотря на то, что бусины такие плоские, тонкие, камень чароит достаточно прочный. Не нужно бояться, что вы его уроните, и он сломается. Он обладает хорошей прочностью. Делаем колечко. Не загибая полностью краешек немножко в сторону. Теперь, смотрите, при перебросе бывает так, что мы перебрасываем
А он оказывается на одной стороне с этого же звена со вторым элементом, со второй подвеской. Поэтому следим, чтобы мы попали при перебросе именно на вторую сторону цепочки. Закрываем эту подвеску. Теперь берем проволоку и продеваем ее в следующее кольцо цепочки. Добавляем следующую бусину. И делаем следующее звено. Заворачиваем улитку. Поворачиваем перпендикулярно и подвигаем нашу бусину. Делаем колечко. Немножко в сторону влево проволоку. И по этой проволоке вся остальная конструкция заезжает на колечко. Поворачиваем. И близко к улитке обкусываем очень аккуратно, чтобы проволока не торчала. Дальше берем и в это же колечко с обратной стороны просовываем проволоку. Теперь здесь у нас будет подвеска. Заворачиваем. С краю плотно приплюснули. Делаем улитку. Эти улитки здесь не только пины, но и элементы декора. Делаем колечко, немножко отводя в сторону, чтобы было куда двигаться основной конструкции. Очень легко перебрасывается на самом деле. Заворачиваем. Единственное, следим, чтобы подвеска была с обратной стороны от кольца, потому что при перебросе иногда получается почему-то, что она на той же стороне. Проверяем, с обратной ли она стороны. Да. Заводим проволоку в следующее кольцо цепочки. Добавляем камень. Поворачиваем. Закручиваем. Сгибаем под углом, под прямым углом 90 градусов. Делаем колечко. Вниз и левее чуть-чуть. И подвигаем. Закручиваем. Обкусываем. Находим наше звено цепочки и с обратной стороны продеваем проволоку. Берем бусину,
Закрываем с этой стороны. Видите, очень просто делаются сережки и быстро, ничего сложного. Сделать серьги своими руками очень просто. Берете натуральный камень, проволока мягкая, работать очень удобно. Такие серьги из проволоки с натуральными камнями своими руками сделать очень просто. Поворачиваем немножко левее, подвигаем конструкцию, смотрим, чтобы это была вторая сторона этого звена цепочки. Если получилось так, что при перебросе она оказалась с обратной стороны, придется все переделывать, да. Придется обкусывать и снова делать, чтобы она получилась с той стороны. Иначе она перевесит, и вся конструкция будет смотреться однобоко. Когда две подвески на одной стороне звена цепочки. И у нас остается еще одна последняя подвеска, самая нижняя. В следующую бусину, в следующее звено цепочки, теперь бусина. Это самая маленькая бусина из всех. Они у нас были рассортированы по убывающей по размерам. Заворачиваем улитку. Угол 90 градусов. Подвигаем бусинку. И в колечко подвигаем всю уже нашу сережку. Закрываем. В принципе, все. Мы сделали серьги своими руками. Обкусываем лишнюю проволоку. И находим следующее звено и убираем его. Можно заранее сделать столько звеньев, сколько нужно, но тогда не так удобно будет брать сережку. Вот такие красивые получились серьги с камнями своими руками. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Кто первым напишет комментарий к этому видео, попадает в следующее. Не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, всем отвечу. До новых встреч, пока!